Друзья, всем привет! Сегодня видео будет большущая распаковка всяких крутых штук, которые я собирал довольно-таки долгое время. И сегодня пришло время это все распаковать и показать вам. Все эти вещи я заказывал на сайте Allegro.pl. Такая польская площадка, типа американского eBay. Начнем нашу распаковку. Начнем, пожалуй, вот с такой вот большой коробочки. Начнем ее раскрывать. Что же? Сейчас я вам покажу и расскажу, что это такое. Коробочку мы. Пакетик тоже. Друзья, что это такое? Это уплотнительная резинка в мою Альфу. Это на самом деле подарок от моих друзей на мое 33-летие. Если вы не смотрели это видео, переходите по ссылочке и смотрите. Ребята все скинулись и сделали мне такой крутой подарок. Многие из них не понимали, что это такое. Пришлось им объяснять. Мои уже уплотнительные резинки в машине давно потеряли свой вид. Вот эта тут бархотка вся стерлась. Машина красивая, свежепокрашенная, со старыми резинками, ну как-то не очень. Я свою машину преображаю, хочу ее довести до ума, так скажем, полностью отреставрировать. Вот потихонечку покупаю всякие такие штучки, они довольно-таки недешевые. Самое главное, что они очень редкие. Это оригинальная итальянская запчасть. Когда я соберу весь комплект из 4 резинок, не знаю, когда это произойдет, но когда-нибудь это точно произойдет. И тогда я начну уже установку. Дальше у нас вот такая вот маленькая коробочка. Здесь у нас вот такая маленькая штучка. Если вы знаете, что это такое, пишите в комментариях. Эта маленькая штучка связана со следующей посылкой, которая мне пришла. Это новый стеклоподъемник тоже в мою машину. Как-то мы ехали с Настей, сидела сзади, нажала на кнопку открытия форточки. Форточка открылась с таким ужасным скрежетом, и больше стекло не поднималось. Уже из-за времени пластик весь высох. Вот эта вот штучка треснула, но я вам уже открыл секрет. Та синенькая штучка, это вот такая же штучка, которую я заказал отдельно. Она пришла, я начал разбирать машину. В старом стеклоподъемнике там была еще одна пластмасска, которая тоже треснула, которую отдельно купить невозможно. Поэтому пришлось купить новый стеклоподъемник. Не уверен, что он оригинальный, made in Poland. Вроде бы выглядит довольно-таки добротно. Скоро займемся его установкой. Дальше у нас тоже такая вот небольшая коробочка. Параллельно вам расскажу, что такое площадка Allegro и насколько это удобная вещь. Заказываешь любой продукт, который находится на этом сайте, на следующий день, через 2 дня, к вам просто курьер доставляет посылку на дом. Если вы покупаете товар свыше, по-моему, 40 злотов, доставка вам бесплатная, прямо на дом. Советую вам зайти на сайт, посмотреть, что там есть вообще. Если вам будет нужна какая-то помощь, если вы нашли какую-то редкую вещь на сайте Allegro, которую не можете заказать в вашей стране, пишите мне, попробуем чем-то вам помочь. Вот такая вот штучка. Друзья, это главный цилиндр сцепления. У меня в машине стали плохо переключаться передачи, плохо включается первая передача, вторая, третья. Связано это с выходом из строя вот такого вот silent блока, который находится внутри этого цилиндра. Следовательно, у вас происходит недовыжим сцепления, и передачи у вас не включаются. Поэтому пришлось заказать вот этот вот цилиндр сцепления. Дальше у нас вот такая коробочка. Hello! Вот такая вот штучка нам пришла. Это воздушный фильтр. Скоро нужно будет делать техобслуживание, замена масла. Следовательно, нужно поменять все фильтры. Один из фильтров я уже заказал. Вот такая вот коробочка. Это у нас тоже фильтр, тоже воздушный, только салонный фильтр. Тоже нужно поменять, чтобы дышать свежим воздухом в машине. Если у вас машина запотевает внутри, то, скорее всего, вам нужно уже поменять салонный фильтр. Дальше вот пакетик. Это, друзья, ограничитель двери. Стучит пассажирская дверь, она немножечко скрипит. И все это дело связано вот с ограничителем. Он уже немножко вышел из строя, поэтому пришлось заказать новый. Установлю, и дверь будет открываться просто как новая. Ну, а теперь самое интересное, это вот такие вот 4 коробочки. Эти запчасти я очень давно ждал. Они просто очень красивые. И сейчас я вам покажу, что это такое. Эти коробочки прямо запечатаны еще с завода. То есть это начало 2000-х, а возможно и конец 90-х. Это, друзья мои, новые оригинальные ручки для Альфа Ромео 166. И это не какой-нибудь пластик, настоящий металл, настоящий хром. Сейчас, конечно, в машинах такие ручки, по крайней мере, точно уже не делают. У них есть
такая небольшая, как говорят, болезнь. Со временем здесь вот появляются такие раковины. Какой-то химический процесс происходит, как мне один человек говорил, когда соприкасается кислород с водой, то происходит что-то вроде окисления. Вот здесь вот все окисляется. Также и вот здесь вот на самой ручке. Машина красивая, с такими некрасивыми ручками как-то тоже не очень смотрится. Поэтому я решил немножечко изменить вид моей машины и вот купил ей такие вот красивые ручки. Друзья, если вам нравится видео и вы хотели бы мне помочь в его продвижении, поставьте лайк, напишите комментарий. Ну а если не подписаны на мой канал, подпишись. Это такая красота. Для многих из вас, кто смотрит это видео, это какой-то сущий пустяк, но это мое хобби. Я получаю от этого большое наслаждение. Просто кайфую, но почему бы нет? Это прям такое эстетическое наслаждение. Посмотрите. Просто. Еще раз повторюсь, это настолько уже редкие запчасти для автомобиля. Я думаю, что каких-нибудь пару лет такие запчасти новые уже точно не будут существовать. Это уже такой раритет. Поэтому я очень рад, что успел это все дело купить. И в скором времени уже пойду это все устанавливать. Several days later. Друзья, я на самом деле до сих пор не могу в это поверить. Я сейчас нахожусь в таком немножко приятном шоке. Дело в том, что вот эти вот ручки, которые я вам показывал, я заказывал около полугода назад. И до этого момента я их не вскрывал, не смотрел. И вот сейчас я вскрыл одну из коробок, и на одной из ручек была небольшая царапина. И, естественно, я подумал, что вряд ли мне уже поменяют эту ручку на другую, потому что прошло все-таки уже больше, чем полгода. Но я все-таки решил рискнуть, написал продавцу, объяснил всю ситуацию, восстанавливаю машину. Только сейчас вот дошло дело до ручек. Только сейчас вскрыл коробку и обнаружил небольшую царапину. Он сказал, вообще никаких проблем, есть новые ручки в наличии. Попросил выслать ему номер запчасти. В каждой запчасти есть номер. И он мне выслал новую ручку. Только что вот пришел курьер, дал мне новую ручку, а я ему отдал старую. Я настолько сейчас в приятном шоке нахожусь. Я был уверен, что никакого обмена и возврата точно не будет, потому что, еще раз повторюсь, прошло больше, чем полгода. Поэтому большущее спасибо этому человеку, этому продавцу. Я обязательно скину ссылочку на магазин этого человека. Блин, я просто в шоке. Давайте вскроем и посмотрим. Друзья, а на этом все. Спасибо, что посмотрели видео. Надеюсь, вам все понравилось. До новых встреч. Пока.